Подписчики, я вас благодарю за ваши просмотры, за ваши лайки. Я вас очень благодарю, что вы пишете мне комментарии. Благодарю за ваш просмотр на моем канале Лорочка шьет. Очень-очень вам благодарна. Сегодня я вам покажу брючки, которые мы на том уроке проходили влажно-тепловую обработку, которая очень важна для каждой зрительницы, для каждого из нас, наших любимых женщин. Каждая женщина должна любить себя, и, естественно, если она будет ухаживать за своими вещами, она будет выглядеть намного лучше. Так что влажно-тепловую обработку нужно применять. Вот я вам показывала влажно-тепловую обработочку, и вот посмотрите мой результат. Вот то, что мы сутюживали, вот видите, вот под ягодицей, вот это вот все сутюжено. Видите, как вот эта вот часть обязательно, если бы мы не сутюжили, у нас бы было под ягодицей некрасиво, не выкладывалось. На уровне колена у нас тоже красиво ложится, под икрой ноги внизу тоже очень хорошо ложится, так что я довольна влажно-тепловой обработкой моих брючек. Вот они. Я эти брючки могу носить из пальто, и вот с такой вот курточкой. Я даже могу вам показать, какая обработка у меня этой курточки. Вот она, здесь шелк, здесь такая итальянская, шифончик итальянский с кружевом, обработано кружево полностью вокруг. И это кролик под шиншиллу. Вот я вам могу показать, как можно носить эти брючки, вот даже с этой моделькой. Это я моделировала сама этот полушубок. Это кролик, обычный кролик. Сзади там у меня также само кружево, по рукаву кружево. Это такой полушубочек легкий, не на сильные морозы. Очень комфортно. Здесь видите, какая обработка в полушубочке. Это очень классно. Здесь отлетает, и оно кружево, а здесь шифончик такой. Натуральное все. Так что вот с таким вот полушубочком можно носить вот такие вот брючки. Очень приятно, очень комфортно выглядят, очень дорого выглядят после этой влажно-тепловой обработочки, девочки. Так что если есть у вас брючки, вы можете их приводить в надлежащий вид, и вы будете выглядеть потрясающе, потому что будете выглядеть ухоженными и правильно выутяженными брюками. У вас будет великолепно, они будут лежать по фигуре, подчеркивать вашу ягодицу, потому что когда будет здесь висеть, не будет очень красиво. А так как мы сутюжили, даже я бы еще чуть-чуть сутюжила. Ну, в принципе, оно достаточно, это все. Выутяженные стрелочки, очень прекрасно. И так же само я вам сейчас покажу пальто, так как я буду носить эти брючки с пальто. Вот это пальто, которое я перешивала, классическое, которое мне нравится. Я даже сфотографировала его и выставила эти фотографии. Вот. Видите, как эти брючки подходят, сочетаются с этим пальтишком. Можно Новый год встречать в этом пальтишке. Вот здесь вот немножко даже можно с напуском. Это как удобно, как хочется. Можно моделировать как угодно. И наша подкладочка, ту, которую мы на уроках разрабатывали, и все это обрабатывали. Очень
во-первых, уютно и приятно для себя, что под низом это шелковая подкладочка, и приятно снять пальто и в театре, чтобы на вешалочку повесили. Очень-очень удобно. И богато, во-первых. Вы можете поменять, несмотря ни на что, 15-летний пальтишко, которое висит у вас, выстирать и поменять подкладочку. Вы, во-первых, сэкономите семейный бюджет и вернете вещи в самый новый надлежащий вид. Это очень, во-первых, будет вашу самооценку повышать, так как вы сделали это своими ручками, своими руками это все сделали. Это несложно, немножко нужно просто поработать. А выутюжить брючки тоже это даже можно обычным паровым утюгом. Конечно, это немножко больше времени займет. Таким утюгом тоже можно утюжить и такие брючки. Главное, чтобы был пар. И вы выутюжите свои брючки, восстановите. Я надеюсь, каждой женщины есть в ее гардеробе брючки, и тем более сейчас модно ходить в брюках. Большинство женщин ходит в брюках, а в этом году и в 22-м году очень популярны широкие брюки. Так что любые брюки можно привести в любой надлежащий вид, который вы захотите. Захотите вы здесь под ягодицей сутюжить, это ваше желание, а выутюжить брючки даже без подутюжки под ягодицей, сутюжки я имею в виду, тоже очень полезно знать, как выутюжить правильно эти брючки, потому что не всегда стрелки сохраняются. Так что нужно в первую очередь соединить вот этот вот шаговой шов с этим боковым. Вы закалываете, если вы не можете их распределить, эти швы как бы совместить, чтобы они не сдвигались, можно сфиксировать булавочками. И так вы, конечно, на булавочке утюг не надо ставить, потому что останутся следы. Есть разные ткани, если есть такие шерстяные ткани, которые есть вместе, не разглаживаются меточки, то лучше обходить эти булавочки и потом их снимать и утюжить дальше. Так что я вам показала свой метод. Не только мой метод, а я вам показала влажно-тепловую, профессиональную влажно-тепловую обработку, которой пользуются мастера, те, которые знают, имеют знания по влажно-тепловой обработке. Это очень важно. Так что, дорогие мои, я вас очень-очень всех люблю. Все женщины, присоединяйтесь к моим видеоурокам, доставайте свои брючки, утюжьте их правильно, и вы будете всегда выглядеть прекрасно, дорого и богато. Когда вещь выутюжена, неважно в каком она состоянии после стирки, особенно после стирки, после чистки такой, нужно выутюжить и пар. Если, допустим, у вас даже нет парового утюга, вы можете вот таким вот маленьким утюжком все это. Есть разные паровые утюги тоже, но другими паровыми утюгами вы не выутюжите, а просто создадите товарный вид вашей вещи. Очень-очень оно помогает. Так что, дорогие мои, влажно-тепловая обработка очень важна для ваших всех вещей, которые в вашем гардеробе. Если вы немножко потратите время на влажно-тепловую обработку,
то вы будете выглядеть богато, красиво, модно и будете чувствовать себя на высшем уровне. Все, дорогие мои, благодарю, что вы просмотрели мой канал. Всем пока-пока, всех благ.